Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Так, сегодня у нас расклад будет только для девочек, для женщин. Мужчины могут этот расклад не смотреть или просто посмотреть ради того, чтобы послушать мой чудесный голос. И смотреть мы сегодня будем бывших партнеров, потому что сегодня с самого утра все вопросы и все запросы идут фактически по одной теме. Вдруг в голове на протяжении какого-то продолжительного времени появляются бесконечные мысли о человеке, с которым вы расстались. И не то чтобы прямо мысли, а у большинства женщин появляется ощущение, что что-то вторгается в их пространство и как будто вынуждает их вдруг ловить себя на образе этого человека. У нас будет два варианта. Первый вариант и второй вариант. Это Таро, универсальное Таро Райдера Уэйта, вот такая вот колода. А это у нас будет Аркус Арканум, вот такая вот колода. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам интересен. Сначала мы посмотрим сразу, вот кто у нас выйдет, какой будет первый мужчина. Опишем его психотип. А потом дальше я просто произвольно буду какие-то смотреть вопросы. Я в этом раскладе, наверное, буду первый раз за последние несколько лет действовать без заранее заготовленных вопросов для расклада. Поэтому вероятнее всего, что вопросы в первом и во втором варианте будут отличаться друг от друга. Поэтому ради интереса можете посмотреть оба варианта тоже. Может быть, в каждом из этих вариантов вы найдете для себя что-то полезное. Давайте начинать. Все, кто выбрали вариант номер 1, всем привет. Сейчас мы это уберем сюда в сторону, перетасуем колоду и посмотрим, кто у нас тут сегодня нарисуется в поле. Что это будет за человек? Какой типаж у этого мужчины? Вообще, кого-то здесь явно переполняет чувства, кого-то здесь явно переполняет прямо-таки любовь. Кто-то прям очень злится, я бы сказала, на себя за то, что принял решение жить, не то жить. И, наверное, в какой-то момент времени, я бы сказала, в первом варианте мужчина от вас отказался. Еще не знаю точно, что произошло, но будем сейчас смотреть. Там у нас, в общем-то, выпадал король жезлов. Кстати, между прочим, какой-то очень, может быть, мужчина, любящий женщин. Может быть, поэтому сразу так архетипически здесь отыгрывается история тройки кубков, короля жезлов, дьявола и туза мечей. Может быть, здесь как раз в первом варианте мужчина, который не гнушался различными романтическими связями на стороне. И в конечном итоге, в общем-то, как-то ваши отношения пошли под откос. И опять у нас тройка кубков. Так. Кто же этот человек? Кто же этот человек? Смотрите, везде идут карты расстояния. Рискну предположить, что этот человек находится очень далеко от вас. В другом городе, в другом регионе или вообще в другой стране. Женщина в этом варианте, очевидно, была очень проницательная и узнавала о всех тайных отношениях практически сразу. Женщину это, судя по всему, чрезвычайно сильно ранило, потому что ее переполняла любовь и чувства, и вера святая в то, что все-таки из этих отношений что-то может получаться. Ощущение, что мужчина в этом варианте, в первом, либо очень долго раздумывал, судя по этим картам, прежде чем жениться на женщине, либо прежде чем вступить с ней в отношения. Какая-то была очень долгая пауза. В конечном итоге человек, скорее всего, выбрал самого себя, и отношения ваши были какими-то не такими, какие вы сами себе представляли. Так, ну вот у нас вышел император. Вот у нас вышел император. Собственно, что я могу сказать? Что это человек, который занимает в обществе непростое положение. Очевидно, у него имеется какая-то власть прямо сейчас. Или, может быть, была в прошлом, а потом что-то поменялось. В первом варианте у нас человек, в общем-то, ориентированный на очень каноническую, традиционную, патриархальную семью.
где мужчина является главным, где перед мужчиной все преклоняются, где все в доме живут исключительно так, как видит эту жизнь, этот уклад жизни сам мужчина. То есть здесь, вероятнее всего, в первом варианте не допускались какое-то свободолюбие со стороны женщин, не допускались какие-то вопросы в принятии решений. Здесь, скорее всего, мужчина принимал решения самостоятельно, сам, единолично. Склонен был к тотальному контролю, был деспотом, тираном. С одной стороны, косил под дурачка, хочется сказать, но при всем при этом был человек очень сложный в контакте и в общении. Вообще требовал тотального какого-то подчинения, требовал тотального уважения, требовал тотального внимания к себе. То есть вот ощущение, что человек находился в состоянии потребности в своей значимости. То есть жена или женщина, с которой этот мужчина строил отношения, должна была так или иначе, во-первых, относиться снисходительно ко всем его шалостям и проделкам, а с другой стороны, безусловного какого-то видеть в нем Бога, хозяина своей жизни и так далее. Какая-то здесь такая очень странная установка. Да? И у нас на дне колоды десятка кубков. То есть либо этот человек уже имел какой-то семейный опыт на этапе вашего знакомства или, может быть, на этапе ваших отношений. Помимо всего прочего, этот человек действительно, как мне кажется, сохраняет в себе до сих пор воспоминания о ваших отношениях такие, что это были какие-то очень приятные, теплые все равно отношения. Но отношения, в которых ему постоянно было мало. Постоянно этот человек чем-то был недоволен. Постоянно все было не так. Этот человек постоянно грезил какой-то и большой, чистой, светлой любовью, какими-то эмоциями. Постоянно хотел, как будто, знаете, убежать от вас. Постоянно искал для себя возможности и способы освободиться от ваших отношений. Ну и в конечном итоге, скорее всего, сам мужчина целенаправленно принял решение о том, чтобы расстаться, развестись, сделать что-то еще. Потому что, видимо, здесь появилась какая-то, не знаю, другая женщина и другая семья. Вот какая-то здесь такая история. Вот. Это у нас вводная была ремарка, описывающая персонаж, который с нами сегодня, собственно, будет вести беседу. Ну и сейчас мы попробуем просто посмотреть, что же... Почему вообще в вашей голове сейчас, в вашем поле жизненном возникают вот эти странные мысли, возникают эти странные вообще чувства, что вы должны об этом человеке подумать. Вот, почему? Почему? Что это для вас? Почему это для вас такое? Вот смотрите, очевидно, что, судя по колеснице, по тройке жезлов и по семерке жезлов, в вашей жизни сейчас все складывается хорошо, чудесно. Вы живете какими-то своими целями, вы живете какими-то своими идеями, вы, в общем-то, наверное, уже в каком-то смысле отрефлексировали, проанализировали все ваше будущее, вы не хотите никакого возврата, вы не хотите никакого возобновления, ни контактов, ни встреч, никаких, в общем-то, обсуждений. Вообще, наверное, многие здесь в первом варианте до сих пор еще пока пребывают в абсолютной такой внутренней парадигме самозащиты от любых отношений, потому что любые отношения для вас это уже какая-то война, это уже какая-то бойня, это место, где может быть небезопасно. И, наверное, сейчас многие из тех, кто выбрал первый вариант, позиционируют себя как женщину независимую во всех смыслах. То есть вы не хотите зависеть от мужчины, вы хотите самостоятельно принимать решения в своей жизни, вы хотите самостоятельно выбирать направление движения в своей жизни, вы хотите жить так, как вы хотите. Для вас неприемлемо любое давление со стороны мужчины, для вас неприемлемы любые какие-то советы со стороны мужчины. Вы можете принимать во внимание только какие-то встречные предложения, в том случае, если мужчина прислушивается к вам тоже, если он слышит вас. Если же он не хочет вас слушать, если он отбрыкивается от вас, говорит: да, достал ты, не хочу с тобой ничего обсуждать, я сделаю, как я сам считаю нужным, значит, это точно не ваш человек. Вот. Ну и самое важное, что здесь сейчас происходит, почему вы испытываете эти чувства, то эти карты однозначно говорят, что вашему бывшему партнеру интересно до сих пор, что сейчас происходит в вашей жизни.
Этот человек пытается бороться со своими мыслями, он пытается гнать любые какие-то новости о вас, он пытается гнать какие-то любые, не знаю, там, внешние проявления среды, там, женщину увидел похожую или что-то еще. Не хочется думать об этом. То есть очевидно, что сам человек борется где-то внутри с самим собой. Потому что, с одной стороны, колесница и тройка жезлов тоже говорит про этого мужчину, что он живет ровно такой жизнью, которую выбрал сам, которая ему нравится. Но при всем при этом в этой жизни, видимо, не хватает какой-то искры. Человек все равно чувствует себя каким-то загнанным в угол своими собственными желаниями. Простите. Так, что еще? Что еще? Почему еще это возникает? Ну, наверное, потому что все-таки в отношениях с вами этот человек чувствовал себя действительно исключительным. Как бы ни было, как бы ни складывались ваши отношения в прошлом, исходя из шестерки жезлов, четверки жезлов, десятки пентаклей, эти карты говорят, что ваш бывший партнер в отношениях с вами действительно имел семью, хорошую семью, с хорошей обстановкой, с хорошим каким-то очень экологичным вашим, прежде всего, подходом. Вы этого человека, судя по шестерке жезлов, во всем поддерживали. Вы этого человека стимулировали на какие-то достижения. Вы этому человеку помогали в конечном итоге и помогли, и, может быть, даже сделали этого человека таким, какой он стал. Потому что шестерка жезлов не берется просто так. Прежде чем человек станет вот тем, кем он есть на самом деле, шестерка жезлов должна пройти большой путь. Она должна пройти через поражение, через какие-то испытания, она должна как-то сформировать себя как личность, сформировать себя как профессионал. И это невозможно без поддержки других людей. И не зря здесь расположены на этой карте другие люди, помимо этого триумфатора, потому что это и есть суть поддержки. Да? За любым лидером всегда стоит какая-то команда. Вот в контексте этого мужчины, за ним, его командой были вы. Вы давали этому человеку возможность иметь такое лицо, которое ему нравилось, возможность демонстрировать это лицо в социуме, возможность с этим лицом чувствовать себя действительно человеком, который живет в шикарных, сладких, сливочных условиях, где его дома всегда ждут, где у него всегда тепло и сыто, где всегда все приготовлено, где его авторитет почитается и так далее. Вот такие вещи. Что еще? Что еще важно знать об этой ситуации? Наверное, важно знать об этой ситуации, что все-таки мужчина как-то очень трепетно лелеял свой образ такого вот значимого человека, очень такого серьезного семьянина, очень такого серьезного специалиста в своей жизни. Он долго к этому шел. Опять же, видите, у нас здесь шут, а здесь император, а здесь восьмерка пентаклей. Здесь складывается такая картина, что у большинства людей в первом варианте люди познакомились, когда вы были еще совсем юные, молодые, достаточно молодые. И во время этого знакомства мужчина ваш от человека совершенно какого-то, знаете, такого вот неопытного приобрел такие качества характера, которые действительно сделали его мужчиной. Это значит, что вы, в свою очередь, в этой восьмерке пентаклей дали ему какие-то определенные заготовки, работая с которыми он смог создать себя таким вот, какой он есть сейчас, каким он стал, и начать какую-то свою новую жизнь. То есть ощущение, что здесь человек обдумывает и рефлексирует имеющиеся у него уже отношения на сегодняшний момент времени, вспоминает этап, как он в эти отношения входил. Может быть, в том числе человек вспоминает этап вашего знакомства. Как все начиналось, почему все начиналось, к чему это в конечном итоге привело, чего хотел этот человек, как он реализовывал свои желания и потребности. Но самый важный момент, который критичен в первом варианте, это то, что у большинства людей в первом варианте уже есть другой мужчина. И ваш бывший партнер об этом прекрасно знает. Более того, ваш бывший партнер в том или ином смысле приложил руку к тому, чтобы у вас появился новый человек, и даже, может быть, у многих появилась новая семья. И вот этот факт того, что я своими собственными руками куда-то мог отпустить вот это свое счастье, такое вот своеобразное в глазах этого человека, цепляет его внимание до сих пор. Что еще здесь может быть интересного? Почему вы испытываете эти эмоции, испытываете ощущения эти?
Потому что мужчина оценивает, опять же, вас как женщину, вашу красоту внешнюю, вашу душевную привлекательность, оценивает то, как вы заботились об этом человеке, как вы его любили, как вы его поддерживали, оценивает вашу душевность какую-то, ваш романтизм, тот эффект, который вы оказывали на других мужчин в том числе. То есть, по сути, ваш бывший партнер сейчас, именно сейчас, находясь уже с вами в разрыве, находясь уже, возможно, в других отношениях, очень четко осознает, кого он потерял. И причем не просто потерял, да, а условно, кого он отпустил, опираясь на свои собственные желания. Опять же, у этого человека в голове сложен, с одной стороны, очень какой-то такой достаточно весомый камертон каких-то моральных, этическо-моральных координат. Но, возможно, в тот момент времени, когда вы были в отношениях, этот камертон не был еще сформирован в должной форме. Да? Вот сейчас прошло какое-то время, видимо, этот человек достиг какого-то определенного возраста своей внутренней зрелости. У него есть более конкретные какие-то уже понимания, уже более какие-то конкретные ясные взгляды, понимание причинно-следственных связей и так далее. И здесь человек вполне себе очень даже может оценивать, с одной стороны, правильность вашего выбора в свое время, то есть что он принял решение быть с вами, и одновременно с этим оценивает то, какую семью, какие отношения в вашем лице у этого человека были. Здесь гиперважным вопросом внутренним до сих пор происходит история про ваше расставание. Как будто человек, с которым вы когда-то состояли в отношениях, ему очень хочется, чтобы вы до сих пор этого человека любили, чтобы вы не просто любили, чтобы вы внутренне к нему как-то стремились, чтобы этот человек вас волновал. С одной стороны, опять же, я предполагаю, что здесь в текущих отношениях, если у этого человека есть уже отношения, в текущих его новых отношениях, у него, в принципе, такая же самая ситуация. Да? То есть он занимает позицию человека достаточно такого доминантного, он окружен женской любовью, его любят, ему дарят хорошие эмоции. Но вот как будто идут все равно какие-то сравнения внутренние, как взвешивание двух женщин на одной чаше. И выбирается какая-то женщина такая, которая вот наиболее сильно зацепилась как-то и отразилась в памяти. Женщина, которая действительно преподнесла какой-то грандиознейший урок. Просто самим фактом своего существования она расставила все точки над «и» по справедливости, собственно, да? Потому что эта карта у нас означает тему корректирования этой реальности, внесения каких-то доработок, исправлений, и пошла, собственно, по своим дальнейшим делам. То есть она все сказала, что думала, она все сделала, что хотела. Она выразила какие-то, может быть, слова благодарности, да? Она, может быть, сказала напоследок что-то где-то там приятно, и все. И отвалилась. Что еще? Что еще? Почему еще ваши мысли будоражат это состояние? И вот у нас опять же две женщины, да? Две женщины. Одна, вторая и третья. Вот это текущая, судя по всему, это, судя по всему, вы, а это у нас некий апофеоз событий. То есть здесь мужчина вроде как вас поимел, правда? По пятерке мечей поимел вас, использовал, обскакал, обидел, сделал больно. Причем вы, опять же, по королеве мечей очень четко вот всегда чувствовали, воспринимали и понимали, когда вас обманывают. И вроде я победил, говорит пятерка мечей, да? Вот у меня две женщины здесь. И вроде обе как-то вот в моей власти. Вот все я смотрю на эту историю. Все я эту историю пытаюсь как-то внутри в своей голове осмыслить для того, чтобы понять, где я просчитался. В какой момент времени я совершил какую-то определенную ошибку, когда выбрал на самом деле себя, а не выбрал ни тебя в качестве своей жены, ни тебя в качестве женщины, с которой я сохраняю хотя бы какой-то человеческий контакт. Потому что здесь, судя по пятерке мечей, однозначно все связи разорваны. И он поступил не только так с вами. И еще в его жизни была еще какая-то женщина, с которой он поступил точно так же. Возможно, опять же, королева мечей – это указание на предыдущую партнершу, на предыдущую жену, с которой человек при встрече вас поступил именно так. То есть вот есть два каких-то случая в анамнезе.
который этот человек обмозговывает в своей голове. Вот. До сих пор где-то там у него вращается все это. Вращается, наверное, даже, я бы сказала, какая-то перемена еще и связанная с вами. Вот та перемена, которая касается вашего поведения. Насколько вы были теплой, насколько вы были эмоциональной, любящей, такой расположенной. И в одночасье стали женщиной, которая была настолько категорична, которая могла просто ранить своими словами, причем которая описывала ситуацию или говорила что-то настолько точно, что это било в самое сердце, и мужчина понимал, что вы правы, и в ваших словах есть очень много важных вещей. Но ничего с этим не сделать. Вот так вот хочется сказать. Ничего с этим не сделать. Так, хорошо. Что еще? Вот момент знакомства. До сих пор в голове у этого человека играется момент знакомства. Смотрите, встречи. Это была случайная встреча. Вы познакомились случайно. Судя по всему, вот ваше притяжение было взаимным и достаточно сильным, ярким. И очень теплые какие-то красивые романтические отношения в одночасье превратились в тюрьму для обоих из вас. Вы не могли расстаться друг с другом и одновременно с этим не могли находиться друг с другом. При этом существовала очень сильная связь, опять же, связь какая-то вот первобытная в каком-то смысле, где был огромный эмоциональный фактор каких-то идеалистических представлений, может быть, о любви или идеалистических потребностей в любви. И при этом существовало очень мощное неконтролируемое желание вырваться из этого замкнутого круга, из которого нет выхода. Вы тянете и притягиваете мужчину до сих пор точно так же, как когда-то. Эти чувства, эти эмоции, эти состояния находятся глубоко внутри. Наверное, исходя из дьявола, опять же, из таких мощных карт, в данном случае, которые окружают его, я бы сказала, что в первом варианте мужчина до сих пор вас, не то чтобы, может быть, даже любит, но точно выбирает вас внутренне. Вы единственная женщина, по его мнению, до сих пор, которая подходит ему так, как ему не подходил никто другой. Но это страшное открытие. Это страшные мысли, это страшные чувства. Именно поэтому они прячутся глубоко внутри. И даже если какой-то человек придет к этому мужчине и скажет, что типа ты что там, ее еще любишь, он будет отрицать это и будет говорить, что это не так, и что она мне не нужна, и что у нас все закончено, и что все изменилось, все не так, но это будет неправда. Это будет ложь, этот человек, судя по всему, это прекрасно, опять же, понимает, исходя из этого сфинкса. Но сделать с этим ничего не может, потому что эта привязанность, эти эмоции, она выше его сил, и она тянет. И опять у нас карта расстояния. Да? То есть, очевидно, вы сейчас слишком далеко друг от друга. С одной стороны, между вами до сих пор существует связь, вот та самая связь, которую упоминают физики, да, в квантовой физике есть понятие квантовой запутанности, которое говорит о том, что если две частицы хотя бы когда-то были объединены в одну систему, то на каком бы расстоянии они ни находились друг от друга, перемена состояния одной частицы будет тут же сказываться на состоянии частицы другой. То есть у этого мужчины снова начался внутренний какой-то аспект мытарств этих анализных таких, анализирует, он рефлексирует. И, соответственно, вы это тоже чувствуете. Вы чувствуете это внимание к вам, вы чувствуете, что что-то вторгается в вашу жизнь. Вот. Что еще нужно об этом знать? Человеку, безусловно, интересно, как вы живете. Очень. Человеку интересно видеть вас так, как он однажды или постоянно вас когда-то видел раньше. Сейчас, судя по девятке жезлов, такой возможности у этого мужчины нет. Он не может вас так видеть. Он не знает, что происходит. До него какие-то, может быть, долетают новости, какие-то долетают сообщения, может быть, долетают какие-то конкретные, не знаю, это не фотографии. Мне хочется сказать, это здесь в первом варианте какие-то сообщения долетают вполне живые. Может быть, этот человек посредством кого-то может
я не знаю, видеть вас. Или, может быть, сам иногда бывает в том месте, где вы находитесь, приезжает туда и как-то пытается за этим наблюдать, да, там знает ваши какие-то приятные места, в которых вам нравится бывать. То есть какие-то здесь могут быть такие моменты. Но этому человеку интересно, что у вас происходит. Мне интересно, у тебя сейчас так, как было когда-то со мной, или нет? Как у тебя сейчас происходит? Здесь очень важный внутренний такой посыл получить хоть какое-то, наверное, известие. Этому человеку, вашему бывшему мужчине, хочется верить в то, что вы до сих пор относитесь к нему так же по-доброму, как раньше. Что вы точно так же, как и раньше, ждете от него, я не знаю, какого-то сообщения, какого-то звонка, какой-то встречи, каких-то комплиментов, каких-то знаков эмоций. Что вы нуждаетесь в нем точно так же, как вы нуждались в нем когда-то. И вы сделаете этот шаг. То есть как будто человек привык, что раньше вы как-то вот провоцировали, может быть, контакт, может, не провоцировали, может, целенаправленно писали. И я жду, когда ты это сделаешь. А вы, судя по всему, не делаете и не делаете. Ну и в завершении нашей беседы посмотрим последние карты. Что же еще здесь нужно знать? Почему это появляется в вашем поле? Ну, почему? Потому что ты такая женщина, которую я не хотел бы никуда от себя отпускать. Ты такая женщина, которую я хотел бы снова получить в свое распоряжение. Ты такая женщина, которая дала мне очень многое. Все, что ты мне дала, все, что с тобой связано, я дорожу этим. Я ни с кем не делюсь тем, что есть у меня внутри. Это все остается внутри меня, это моя ценность, это мое богатство. Я до сих пор все еще считаю, что ты в сущности принадлежишь мне, несмотря на то, что ты далеко. Опять туз пентаклей здесь как разделительный фактор. Да? У тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. У меня все хорошо, у тебя тоже все хорошо. Но я не хочу тебе желать, говорит четверка пентаклей, чтобы у тебя было лучше, чем было со мной. Да, пусть у тебя все будет хорошо. Но то, что я тебе давал, то, как я тебя ценил, то, как я тебя любил, пусть это останется только моим. Я хотел бы, чтобы у меня еще раз появился такой шанс. Чтобы я еще раз смог прожить этот опыт, уже накопленный свой собственный с тобой. Такая здесь история. На дне колоды у меня Луна, которая в сущности говорит о том, что, наверное, сейчас у мужчины очень сложный период в жизни. Какой-то непонятный. И, возможно, у вас такой же период тоже. Здесь рассказывается какая-то история, что, возможно, играет речь некий сновидческий фактор. Когда вам или ему снятся какие-то сновидения, какие-то смутные образы, появляются какие-то смутные состояния. Но в общем и целом Луна это потребность, это жажда. Прикоснуться к чему-то, что ты видишь, что ты наблюдаешь, но оно так далеко, что ты не можешь его потрогать. Это опять тема расстояния. И это пугает. Да? И вот здесь у нас туз мечей – это потребность в новостях, в информации. Возможно, сейчас, опять же, у мужчины есть какая-то информация о вас. Или, может быть, у вас какая-то есть информация, то есть какая-то, вот что-то такое информационное, какие-то новости, которые здесь вот как-то люди передумывают в своей голове, крутят по-разному как-то. Это крутят какие-то разные вещи и пытаются справиться с этим послевкусием, не очень приятным от получения этих новостей. Какая-то здесь такая история. Так что, девочки, рассказывайте свои истории в комментариях. Я с удовольствием почитаю. И, конечно же, возвращайтесь к нам снова и приходите учиться. Тем более совсем скоро начинается курс по практике Таро. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал вариант номер 2, всем привет. Оп. Так, у нас тут выпадает сразу суд и отшельник. Такая интересная история. Слушайте-ка, тоже у вас интересная. Ваши карты говорят о том, что мысли о вашем бывшем мужчине, которые возникают в вашей голове, возникают, потому что ваша жизнь кардинально сейчас меняется. И как будто бы отголоски вашего прошлого здесь прямо-таки
настойчиво внедряются в ваше поле, в ваше пространство, потому что, ну, возможно, ваш мужчина прекрасно понимает, что больше никогда вас не увидит, не услышит, не узнает. И, может быть, потому что у этого мужчины в том числе четкое и понятное какое-то внутреннее появилось понимание, что вы окончательно исчезли или прямо сейчас исчезаете из его жизни, что у вас начинается какой-то совершенно другой жизненный опыт, какая-то совершенно другая история. Да, видите, у меня заводится машина у соседей, сейчас они уезжают как раз-таки. Вот поэтому такая и здесь история. Он видит и слышит, что все, вы исчезаете. Ну, давайте смотреть, кто здесь к нам сегодня пришел потусоваться, так сказать, в поле. С кем мы будем вести сегодня здесь беседы? Что это за архетипический персонаж такой мужской? Кто? И пока у нас тут одни женщины. Одни женщины. А вот у нас и король. Вот у нас и королек, птичка певчая. Вот у нас и королек, птичка певчая. Ну, слушайте, во втором варианте такой мужичок, я бы сказала, очень прямо-таки интересный. Очень такой человек, склонный к самолюбованию. Человек такой очень какой-то внутренне ранимый, тонкий, требующий много внимания. Считающий себя каким-то, ну, прям-таки золотым неземным мальчиком, я бы сказала. На самом деле ничего плохого пока вот в этих трех картах я не вижу. Возможно, перед нами человек гипервлюбчивый. Человек, который любое знакомство с женщиной воспринимал как счастливый случай в своей жизни. Может быть, в том числе и с вами тоже так было. Потому что здесь человек какой-то вот идеалист внутренний. Может быть, даже в каком-то смысле юношеский максималист. Человек, который плохо справлялся со своими какими-то инстинктами, с какими-то рефлексами, страстями своими внутренними. Я не думаю, что этот человек склонен был как-то расширять постоянно свою картину мира, скажу вот так. У этого человека какая-то парадигма жизни, какое-то правило, что вот мне сейчас хорошо, и я, в принципе, ничего менять не хочу. Пусть у меня все остается так, как есть, ничего нового мне не надо. Я просто хочу, чтобы у меня постоянно были возможности что-то реализовывать вот там, где я уже есть. То есть, возможно, этого человека сложно было подвинуть с места, да? Возможно, человек не очень хотел как-то, не очень интересовался тем, чтобы как-то с вами здесь строить отношения, как какие-то отношения такие, которые были нужны вам. Может быть, вы хотели меняться, может быть, вы хотели каких-то новшеств, каких-то нововведений, а человек вам этого не давал. Вот. И ему хотелось, чтобы женщина как-то вписывалась в его картину мира, чтобы женщина как-то получала удовольствие от того, что получает, от того, какое удовольствие получает он. То есть, с одной стороны, ничего плохого в этом нет, потому что каждый из людей всегда ищет такого партнера, который бы мог подходить человеку для жизни. Но совсем другое дело, когда мужчина или женщина ищет кого-то, кто сможет отказаться от своей собственной картины мира и целиком полностью принять картину мира человека. Вот это уже неправильно, потому что если мы говорим об отношениях, либо мы договариваемся друг с другом о чем-то, либо, собственно, один из нас живет хорошо, а другой приспосабливается. Это тоже неправильно. Но такой вот у нас здесь человек. В сущности, наверное, раз уж у нас здесь вышла женщина сразу из колоды, и здесь вышла женщина из колоды, то я рискну предположить, что как-то вот с одной из женщин мужчина расстался очень плохо. Вот как-то очень плохо. Причем расставание было, как мне... Со второй тоже, наверное, не очень хорошо как-то расстался. Но с первой расставание было обоюдным. Вот в одном месте какая-то женщина очень сильно и много прикладывала усилий для того, чтобы как будто отстоять свои права.
А в других отношениях женщину, в принципе, все удовлетворяло, но вот как-то они разошлись идеологически. Не знаю, что это значит, кто из этих женщин вы, и вы ли это вообще, или это какие-то женщины, которые были до вас, на дне колоды у меня десятка пентаклей. То есть все равно, как ни крути, перед нами мужчина вполне себе очень даже семейный. Абсолютно. Но у этого мужчины свои ценности семейные, которые он готов был отстаивать. И скорее всего, раз уж здесь такие карты в большей степени именно практичного характера, возможно, главное здесь одна из ключевых историй, то, что человек эмоционально был очень сухой, никаких эмоций ответных невозможно было от него добиться, и акцент был сделан только на быте. То есть в чем контраст? В самом начале у нас вышел король кубков и девятка кубков, и мы говорили там о том, что мужчина очень тонкий, эмпатичный, но эта тонкость и эмпатия, возможно, касалась как раз процесса завоевания, да, женщины. То есть когда мужчина весь был прекрасный, тонкий, там, чувствующий, а потом он переключился полностью на быт и сказал: не трожь меня, старушка, я в печали. Что ты хочешь от меня? Ты скажи спасибо, что я вообще с тобой. Что тебе надо? У тебя и так все есть. Вот какой-то здесь такой вращается акцент. Ну хорошо, давайте смотреть, что же происходит или происходило. Почему в вашей голове возникают мысли или образы этого мужчины? Что там не так? Или наоборот так? Так, у нас сразу идет вот такая вот вау-эффект тройки кубков. Ну, смотрите, нестандартная история. Почему возникает? Вот были вы в состоянии совершенно безмятежном. Все у вас хорошо, все у вас прекрасно, все у вас замечательно. И вдруг вот какие-то происходят внутренние события, которые начинают выбивать вас из колеи. Выбивает вас это из колеи не просто так, потому что, судя по всему, вы, безусловно, испытали какие-то потрясения во время ваших отношений. Опять же, тройка кубков у нас здесь как аллегория мужчины, который любит женщин. Да? Может быть, любит общаться, может быть, реально у чувака было много женщин, много отношений. И вам очень тяжело далось это перерождение. Вы очень многое потеряли. И внутренне вы очень сильно изменились. Вы стали более свободнее, вы стали более как-то вот красивее, вы стали более независимее. А для этого мужчины, опять же, главная история в чем была? Я красивый, любите меня. Я чудесный, хотите меня, восхищайтесь мной. А потом вот раз и вдруг какое-то исчезло восхищение. Невозможно это восхищение испытывать постоянно, если человек ничего для тебя не делает, если он тебя загоняет в какую-то свою картину мира. То есть какой-то романтизм первых встреч, первых свиданий схлынул, там первых годов семейной жизни, и все. И здесь, судя по всему, наверное, прежде всего сейчас сам мужчина испытывает не очень хорошие эмоции именно от понимания того, что мне не интересно, как у меня есть сейчас, мне не интересно, как у меня было. Тут тоже, в свою очередь, у человека произошли какие-то полномасштабные внутренние такие перемены, может быть, кстати, связанные с тем, что какие-то отношения распались сейчас или, во всяком случае, распадаются, где происходит тот же самый сценарий, который был и с вами. Когда женщина вдруг говорит: мне хватит, я больше так не хочу, я выросла, я хочу как-то по-другому. Что еще? Почему такие возникают чувства и эмоции? Потому что действительно у этого мужчины есть какая-то потребность и ожидание каких-то новостей про вас. Может быть, есть внутренняя потребность встречи, какого-то диалога, какого-то контакта. Я могу сказать, что, наверное, все-таки возраст у этого человека сейчас какой-то уже такой вот критический. Критический имеется в виду в мировосприятии, в опыте. Здесь уже было достаточно потрясений и семейных, и личных, и рабочих, и финансовых, и всяких разных. Здесь у человека уже сформировалась в голове какая-то
картинка мира вот такая постфактум, да, я знаю, как это было. Вот этот человек знает, как это было вообще. Наверное, вы этому человеку давали какие-то, может быть, намеки, шансы в какой-то момент времени на потенциальную готовность к восстановлению отношений. Может быть, вы очень ждали, очень долго ждали, пока этот человек вам вернется, или пока этот человек поймет вас и как-то с вами попробует договориться, что-то еще. Ну, то есть здесь вот как будто бесконечное какое-то ожидание. И самое важное, что сейчас этот мужчина безраздельно как-то одинок. Вот вроде бы все у него хорошо, да, и там может быть у кого-то отношения, может быть у кого-то семья или жизнь там бьет ключом, много разных людей, большая семья, но нет в этом ничего важного. Как-то вот как будто сейчас критический возраст переосмысления, и человек вдруг понял в своей голове, что же тогда между вами происходило, что вообще произошло, да? Понял как будто причину ваших конфликтов. Понял как будто причину вашего вообще поведения. Может быть, здесь опять же какая-то большая ревность и чувство собственности, соперничество внутреннее с другим мужчиной, особенно если, может быть, у вас кто-то есть, или, может быть, вы настолько красивая, что ему кажется, что вы очень привлекательны для мужчин, и что все вас хотят, а вы такая сами по себе там тусуетесь, купаетесь в своих мечтах, в своих фантазиях. То есть здесь потребность в идеальности какой-то. Вы для этого человека, исходя из этих карт, вот в буквальном смысле, наверное, самое лучшее, что могло с ним когда-то случиться. Именно ваша чувственность, ваша тонкость, ваш романтизм, ваша внутренняя чистота и искренность, которая так была ненавистна этому человеку в свое время, что он как-то пытался подавить это все в себе, задавить, чтобы не принимать ничего. Какую-то уязвимость свою в том числе не принимать, отрицать свою собственную чувственность, подавлять какие-то любовные позывы внутри себя. А сейчас вот есть возможность все-таки как-то это оценить, посмотреть на это по-другому. Что еще? Что еще? Все у человека хорошо, все прекрасно. Но вспоминает и думает человек, и до сих пор гоняет внутри себя свой уход. Во-первых, свой уход от своей жизни какой-то, может быть, такой вот непростой, тяжелый, какой-то вот непонятный уход с вами вот в новые отношения. Ну, здесь имеется в виду, скорее всего, какой-то этап, может быть, когда вы приняли решение создать пару, или когда мужчина очень долго-долго вас добивался и в конечном итоге добился и дал вам того, что вы хотели, что вы требовали, да, или, может быть, дал себе что-то такое, чтобы, опять же, вас как-то удерживать в своих руках. Но почему-то я смотрю на эту восьмерку кубков и на эту императрицу, и у меня здесь складывается ощущение противоречивое, и это противоречие в чем? Вот есть женщина. Женщина, которая любит, женщина, которая заботится, женщина, у которой неиссякаемый источник внутренней силы, внутренней энергии, вот этот вот источник жизни. И есть мужчина, которому постоянно мало, которому, в принципе, не нужна именно любовь, вот как она есть, да? Светлая, чистая, искренняя. Здесь есть мужчина, который мечтает о том, что будет какая-то женщина, которую он опять же возьмет в свои руки, и вот у них начнется какой-то новый этап. Может быть, здесь история еще зашита и такая для некоторых людей, что он выбрал не вас, а в конечном итоге кого-то другого. Вы были в его поле и давали ему предложение: на, возьми, да, вот, на, возьми все хорошее, что у меня есть, можешь взять. А он не взял это, а взял что-то более другое. Вот что-то такое какое-то вот, чтобы как будто не быть одному, знаете. Вот десятки жезлов. Человек один, он устал, он замудохался, простите. И все, у него какие-то препоны, какие-то препятствия. И вот где-то там на вечеринке какая-то появляется женщина новая. И вот он с ней строит свою жизнь как-то, а тут вы. Что-то здесь вот такое. Не знаю, что это значит. Что еще? И вот у нас императорское его величество, которое говорит: я живу как хочу. Я во всем прав. Я прав, я все сделал как нужно, я все сделал как должно.
Здесь раскрывается история того, что мужчина, видите, живет хорошо, живет в семье или в отношениях уже состоит. А хочет он другую женщину совершенно. Мечта какая-то идеальная, опять же, мечта здесь по Луне. Какая-то женщина совершенно другая, магическая, не выходящая из головы. Вот наступает ночь, и все мысли у этого человека, у этого императора возвращаются куда-то не туда, куда они должны возвращаться. То есть, опять же, даже если у этого человека есть семья, исходя из тройки пентаклей, эта семья живет своей какой-то параллельной жизнью. Если у этого человека есть отношения, то эта семья живет какой-то вот отношения эти, вернее, тоже живут какой-то параллельной жизнью. То есть там что-то происходит. Номинально все в этом доме, в этой семье знают, что у них есть муж, папа, там, мужчина и так далее. Но он отсутствует постоянно. Внутренне, эмоционально этот человек не в этих отношениях. Они ему нужны, потому что тепло, сыто, интересно туда приходить. Но у этого человека своя жизнь какая-то. У этого человека постоянный поиск каких-то придирок, каких-то конфликтов. Я думаю, что этот человек склонен к постоянным подозрениям в измене. В том числе, что у него у самого, извините, рыльца в пуху. Что это человек, который постоянно ищет какой-то конфликт, какие-то сложности, ищет какие-то причины, которые должны раздуть вот это вот пламя скандала, потому что через это пламя скандала он получает для себя подтверждение своей востребованности, опять же, получает для себя какие-то эмоции. Вот посмотрите, какое противоречие. То есть, с одной стороны, у нас вышел в самом начале король кубков, трепетный, нежный человек, девятка кубков, да, такой балагур, весельчак, сказочник. Но теперь понятно, что все это на самом деле маска. Потому что по отношению к вам и, наверное, по отношению к женщинам вообще, все-таки этот мужчина занимает более такую позицию альфы в паре. То есть вряд ли этот человек предпочитает какое-то на самом деле равноправие. Этот человек может умело мимикрировать под мужчину, который любит женщин, чувствует женщин и так далее. Но на самом деле внутренне ничего подобного в этом нет. Там где-то есть какие-то вот внутренние нотки, какие-то внутренние такие демонические аспекты, требующие вот этих вот бесконечных драм и трагедий. Вот такая вот какая-то прям... Темные аллеи Бунина, только где главное лицо не женщина, а мужчина. Какая-то трагедия, трагизм, прям непонятная история. Поэтому я бы сказала, что человек, у него все хорошо в жизни, все прекрасно. Но в своей голове он до сих пор думает о вас. Он тоскует о вас. Посмотрите, какие в этом ряду вышли карты. Это карты, говорящие о том, что мужчина, которого вы здесь для себя определили, до сих пор страдает внутренне, глядя на то, какую женщину он по собственному желанию отпустил. В этом есть даже какая-то жертвенность, исходя из отшельника. Как будто на самом деле, как бы вы не были, может быть, обижены на этого мужчину, как будто здесь человек внутренне понимал, что если вы будете сами по себе, если вы расстанетесь с ним, вы будете более счастливы, чем вместе с ним. Потому что у него какое-то внутреннее предубеждение, у меня складывается такое чувство, что я не готов к отношениям, что я человек, который в отношения вносит какой-то разлад. Видите? Мне будет лучше, если я буду один. Я вроде как не предназначен для семьи. Вот что-то здесь такое, какое-то проблемное. Хорошо, что еще? Что еще есть в этой истории? Ну, есть тайна. Есть тайна, есть, прям хочется сказать, любовница, которая вроде бы была сама по себе, но потом в конечном итоге могла бы стать женой, но не стала, отказалась. Вот здесь какая-то история. Ты женщина, которая могла быть со мной, которой я мог бы дать всю свою любовь, всю свою чувства, но ты не стала. И ты узнала о том, что, может быть, у меня что-то в отношениях сложилось хорошо, и ты не стала ничего делать. Ты, поговорила об этом с кем-то, обсудила и пошла дальше. У тебя свои какие-то планы.
И здесь опять же история, наверное, того, что мужчина думает о вас здесь как о женщине, которую он так и не понял. О женщине, которая знает себе цену. О женщине, которая сквозь какие-то дебри, сквозь какие-то людские там сложные ситуации, через какой-то там хаос, непонимание, споры, все равно делает в своей жизни то, что она хочет. Понимаете? Вы для него в каком-то смысле эталон человека, который, несмотря на жизненные кризисы, все равно добивается успеха. Вы для него эталон женщины, которая может быть любимой и сама может любить так, как никто на свете. Вы для него эталон женщины, рядом с которой всегда бьется жизнь. Вы не та женщина, которая будет жить там, где плохо, там, где тяжело, там, где дискомфортно. Вы женщина, которая старается брать от жизни только самое лучшее и ищет для себя только таких людей, которые действительно идут к ней навстречу. Вот такая здесь история. И человек это где-то там в своей голове гоняет. Но здесь, видите, 5 пентаклей у нас новости. Это прям обсуждения, какие-то дебаты. Я так думаю, что вы ничего никому не рассказываете. Контактов у вас с этим человеком нет. Контактов с другими людьми о вашей жизни тоже, может быть, и нет, скорее всего. Но каким-то образом люди, которые вот остались в вашем общем поле, не знаю, там друзья, родственники, собратья какие-то там, подружки, приятельницы, они как будто вот в курсе. И вот в этой закрытой какой-то кулуарной вечеринке, собственно, люди знают о том, что у вас. Ну и в завершение давайте посмотрим еще, что же еще, почему возникает в вашем поле эта история. Ну вот смотрите, почему возникает. Потому что мужчина знает, что ничего сначала не получится. Не получится ничего начать сначала. Кроме этого, этот мужчина понимает, что он совершил какой-то безрассудный поступок в своей жизни. Вот, что как будто, знаете, здесь молодость не вернуть. Молодость не вернуть. Да, мы можем хорошо общаться, да, мы можем контактировать. Да, сейчас у каждого из нас сложилась какая-то хорошая жизнь. Но я сожалею, даже не сожалею, я осознаю вполне, я понимаю, я вижу, я знаю, что то, что я сделал когда-то тогда, больше невозможно вернуть. Не получится. Не получится в том числе сделать первый шаг вам навстречу и просто с вами встретиться, просто с вами поговорить. Потому что это невозможно. Есть история, опять же, это 10 мечей здесь лежит как запретная тема. Невозможно войти в одну и ту же реку дважды. То есть это всегда будет по-другому. Если ты уже зашел, то ты будешь там идти. На дне колоды паш мечей. Здесь необходимость знать какую-то информацию. Человек здесь знает, скорее всего, какую-то информацию. Он пытается сейчас этой информацией как-то распорядиться. Вот какая-то информация, которая вот как, не знаю, как в зеркале, да. Гляжу в тебя, как в зеркало, до ума помрачения. Пел когда-то Юрий Антонов чудесную песню. Вот здесь такая же самая история. Здесь человек смотрит на вас и точно знает о вас, что у вас все хорошо. Может быть, даже видит вас с другим мужчиной. И в этом зеркале, в этом отражении он проецирует на вас, на все, что есть у вас, свои собственные нереализованные мечты о любви. Свои собственные желания, какие-то свои собственные потребности. О том, как все было, как могло бы быть сейчас. О том, какая вы горячая в том числе. Какая вы емкая, сколько у вас силы, сколько у вас жизненной энергии. И о том, что, видите, здесь история про то, что, наверное, все-таки между вами существовала какая-то дилемма. У кого-то из вас был партнер, новый уже, а у кого-то из вас мог бы появиться кто-то новый. Но кто-то из вас ждал до последнего, пока вот что-то в ваших отношениях сложится. Здесь какой-то такой переломный был момент. Ну и вот начало колоды – это все-таки прошлое, хорошее прошлое. Это хорошие прошлые отношения, это приятные воспоминания, это
ощущение такое, что мужчина для этих отношений, как он сам считает, сделал много. Это неожиданные какие-то новости, которые вторгаются в его жизнь, соответственно, как-то вторгаются в ваше пространство. Это четкое понимание и осознание, что ничего невозможно изменить. Все закончено. Вот такая история, ребята. Так что возвращайтесь к нам снова. Подписывайтесь обязательно на канал. Приходите учиться. У нас начинается новый курс по практике работы с раскладом. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Пока-пока и до новых встреч!